добрый день, зрители, подписчики. В общем, ребята, вчера я выкинул видео по поводу, как я там колодки, ну вернее накладки клепал, по поводу бачат вот этих опорных, втулок, шмулок. В общем, так, дискуссии жаркие были в плане того, что должны они там смазываться, не должны они там смазываться. Ну, то есть, я так думаю, что они смазываться должны, однозначно, по-любому, потому что если бы не было предусмотрено вращение этих бачат, ну, так условно их назовем, то не для чего было делать втулки бронзовые, ну там бронзовые или они там объединенные. То есть если бы они просто стояли, они запрессовывались бы наглухо и все, никаких вопросов, проблем бы не было. То есть они бы работали на колодках бы, то есть стерли бы там яйцо и все. Значит, сейчас у меня в планах, что, значит, есть у нас в Таганроге Роман, он и в группе, и подписчик мой, вот. Сейчас с ним вот беседовал, у него Интер был. Ну и вообще как бы парень грамотный, ремонтом занимался до этого. Сейчас на Фредди работает. В общем, я с ним разговаривал по поводу, значит, вот этих бачат. То есть некоторые модели шли на Фредах, там стояли пыльники, то есть выработка была меньше. Значит, что я сейчас решил, ребята, сделать? То есть у меня такая вчера, ну я с ним побеседовал, посетила меня такая мысль нормальная. То есть сейчас я поеду, возьму эти ролики бачата, в общем ролики возьму, поеду подберу колечки тоненькие, вообще тоненькие, и просто-напросто на токарном станке нарежу на этих роликах, сделаю канавку, чтобы отделалось колечко, и все. То есть буду мазать уже смазкой, и колечко не даст ни пыли, ну то есть ни воде как таково туда как бы не попадает. По поводу того, что в роликах этих должен быть люфт или не должно быть люфта, на мой взгляд, там должен быть люфт. Почему так? Потому что если люфта там не будет, корпус этот чугунный, суппорт нагревается, и если там не будет люфта, или она будет слишком плотно, то есть, соответственно, этот ролик нахрен там заклинит. Поэтому, как бы, зазоры там должны быть однозначные по-любому. Какие зазоры, какие там допустимые, то есть, это уже у каждого свои. То, что у кого-то там это все позакисало и не работает, ну, это уже, как бы, ихние жизненные трудности. То есть, я буду делать так, как считаю нужным. Ну, то есть я машину вообще собираю так, как я считаю нужно. Да, я прислушиваюсь к каким-то моментам. Есть ребята, которые подсказывают какие-то определенные вещи. Ну, то есть грамотные решения, то есть не без этого. Потому что я не могу все знать. И, тем более у меня никогда не было грузовика в плане того, что американца. Ну, были там грузовики, там КамАЗы, там ЗИЛы, такая шляпа всякая. Вот. А американца у меня не было. Поэтому никакой там механических, ну, всех вот этих вот механических движух, там, я не знаю, там, что как ставится, где как лепится, то есть уже делаю визуально. У меня даже книжки по американцу нет. Вот. Все собираю, разбираю по памяти. Ну и ставлю примерно так, как должно все стоять, так, как я думаю. В общем, бегу я сейчас за роликами и буду дальше вам показывать. Ребята, смотрите, есть у нас в Таганроге магазин. Я потом сверху его покажу, рекламку, по резинотехническим изделиям. Но сейчас я буду подбирать вот сюда колечки. То, о чем я вам говорил. Да не очкуй, нормально. Так, все, вот сейчас я подобрал сюда кольца. Какие они, 28-е? 28-е, 27-е. 27-е, 28-е. Так что, блин. У нас на Ломоносова есть магазинчик такой по резинотехническим изделиям, подшипники, там всякая ерунда. Вообще тут все покупают, здесь купляют. Так что, если кому надо, кто будет в Таганроге, заезжайте на Ломоносова. Короче, ребята,
Колечки я приобрел там на 550 рублей. В общем, полоскаю дальше по району. Лечу в другой магазин. Сейчас еще там что-нибудь кружану. И все, поеду лечить. Вот у нас в Таганроге на Мариупольском есть вот такой магазин «Стекляшка». Вот а мы так называем. Стекляшка, там не стекляшка. На Мариупольском. ГАЗ, ВАЗ, МАЗ, ЗАЗ, там вся эта ерунда. Вот. И вот тут вот мы... Здесь есть отдел, кстати, по европейским автомобилям. Не знаю, там что-то в наличии у них есть, нету. Вот, ну, в общем, тоже тут можно что-то, ребята, подбирать, смотреть. Это так, я рассказываю для не местных, кто будет кататься. В принципе, Мариупольское шоссе 8. Это так, бесплатная реклама тиграм. Вот, ребята, магазинчик. Тут по Европе, что-то по Америке есть. Мерседесы, там всякая ерунда, мана. Сейчас я посмотрю, ролики покажу вам. Так, ребята, смотрите, вот ролики. РОР прицепные. Видите? Проточена канавка. И где-то колечко. Вот так. А на Америке такого нету. Не понял. А сколько они стоят? Сань, глянешь? Я не помню, они у нас по Уньярбе, да? Смотрите, ребята, значит, вот этот ролик стоит 150 рублей. И вот сумка бронзовая тоже там в районе что-то 150 рублей. Вот так она одевается, видите, да? Одеваются пыльники, поэтому и она в ней работает. Так что вот так вот, без фантазии. Ребята, вот магазин. Взял я еще сейчас в магазине отбойники. Это МАЗ Зубренок. В общем, попробую их поставить. 440 рублей. Так что, блин, буду ставить на переддоках. Такая залипуха. В общем, ребята, видели вы все своими глазами, да? То есть показал я вам. Да, сейчас дальше еду в движухе. В общем, показал я вам ролики. Вот эти роровские, да, в магазине. Кто там что рассказывает, у кого они там заваренные наглухо. Просто, ребят, может вы свои машины там плохо знаете, блин. Или может у вас какая-то система другая. Вот. Все должно быть мазаться, все должно мазаться. В общем, ну ролики я посмотрел, они как бы там 150 рублей этот ролик стоит, но он что-то такой мертвый. Вот, то есть, например, если берешь этот ролик вот америкосовский, да, он прям видно, что такая сталюка у него, блин, ну видно, блин, как подшипниковая сталь такой. А этот какой-то такой, блин, ну, залипухи, в общем, наточенные. В общем, таких роликов можно тупо взять кругляка и наточить их, блин, ведро, блин. Вот, поэтому как бы покупать его смысла нет. И вообще, пока еще я ехал, пока я еще пришел, увидел машину, мне еще тут же сразу мгновенно прилетела такая одна мысль интересная. У меня же тоже такая система стоит на подъеме кабины. Помните, я втулочке делал мазуриковскую эту ерунду, втулочку точил, да? Чтобы можно было шприцовать. А потом думаю, елки-палки, там тоже ж можно канавочку нарезать и поставить два колечка, чтобы тоже туда пыль не попадала. То есть я взял эту втулку, купил колечки, вот, и сейчас приеду и буду всеми этими вопросами заниматься. Так, в общем, я прибежал себе сюда к машине. В общем, вот я показываю. Купил я отбойники. Значит, это МАЗ Зубренок. Вот такие вот отбойнички. В общем, за два отбойника я дал 420 или 430 рублей. Ну, по 200 рублей они. В общем, этот отбойник хочу я, ребята, сюда примастырить. Вот так вот. И все. Значит, по ширине, ну, вот тут он получается 3 сантиметра. Значит, ребята, рассказываю. Тут сталь реально подшипниковая. Подшипниковая сталь. Ни хрена ее, блин,
Не берет, блин, не резец на малых оборотах. Это не то, что там какой-то фуфляк. В общем, буду потом показывать вам дальше. Неудобно снимать и подсвечивать. В общем так, ребята. Замутил я вот такую вещь. Значит, скажу я вам следующее. Вот это подшипниковая сталь. А значит, там термической обработки на 1,5 мм. Это точно подшипниковая. Потом там дальше уже начинает браться. Поэтому они, по всей видимости, и не мазались, потому что оно нахер не надо. Что оно по 20, по 30 лет будет ходить. Но сделал, значит, я сейчас на передней части вот такие колечки. И решил замутить следующее. Вы помните, я втулки делал сюда, да? Мажущие. Ну, а потом думал, почему бы не сделать здесь. И сделал вот такие. Нарезал резьбу. Одел колечки. То есть все должно быть, ребята, по фэншую. Все должно быть по фэншую. Если делать, то делать. Если не делать, вообще не делать. Сейчас это все промазываю, собираю. И дальше буду смотреть, что там крутить, вертеть. Ну, все установил я. Ребята, бачата эти. Как их там? Все, смотрите. Ни люфтиков, ни шмуктиков. Везде стоят колечки. Так что все промазано. Вот так вот. Вот так вот, ребята. И там. Так. Да, пока сейчас подушки, наверное, прилипну, потом буду колодки кидать. Ребята, в общем, у меня подушки, я вам уже показывал. Ну, у меня барахла всякого много. Всякие там болтики, гаечки. Значит, показываю. Вот сюда ее одеваешь. Видите, да? Ну, для специалистов это не проблема. Они сейчас прикрутили, сказали, да что, ну будет же держаться. Да она будет держаться. В общем, у меня трубки были, ребят. Трубку взял. Вот такую трубочку. Отпилил, ставил. Вот она, да? Вот она, трубочка. Сюда вот такая одевается. Вот так вот, поняли? Вот, опа! И все, зажимается и никуда. Сейчас, в общем, закручу и вам покажу. Так, все, я установил их. Отбойнички. Вот так они стоят. Видите, ребят. Все, там внутри стоит трубка. Никуда они не болтаются. Скажу вам одно. Чем я лучше сделаю машину в гараже, тем я буду меньше сопли жевать на дороге. Так что так. Ставим дальше. В общем, ребята, дело в следующем. Немножко я так поднакидал. Да, все происходит очень долго. Объясню почему. Сейчас расскажу, в чем у меня тут загвоздка была. В общем, ну, ролики, в принципе, нормальные. Где будут плохие, я поменяю. Может, сзади там. В общем, когда я начал ставить камеру, получилась такая фигня. То есть, вот эти отверстия, которые здесь просверленные. То есть, она стояла наискось. Как она у других там работала, я вообще не знаю. В общем, пришлось мне здесь эти отверстия вверх. Ну, как бы не пересверливать. А есть у меня вот такая шарошка. Вот. Сейчас покажу вам шарошку. В общем, этой шарошкой пришлось мне, блин, хренячить, блин, эти отверстия. Делать чуть-чуть вверх. Ну, буквально там по полмиллиметра, чтобы камера работала ровно. Ну, так, в принципе, все собрал. Вот с этим, ребята, и провозился. В общем, одну сторону как бы накидал. Не знаю, там по времени что получится, не получится. Завтра буду пробовать накидывать другую. Нет, там, может, по работе поеду, посмотрю. Вот, потому что надо мне искать будет сюда ключ и обязательно ступицу снимать. Ну, а так, в принципе, уже потихоньку начал накидывать. Вот, я думаю, морду накидаю, а там уже дальше видно будет. То есть, то со втулками провозился, сверлил, пилил, строгал, блин.
В общем, получается, ребят, вот так вот. Так что пишите комментарии об увиденном. До новых встреч.